Мы сформулировали, но еще не доказали теорему Бальцана-Вейерштрассе о том, что из любой ограниченной последовательности можно извлечь сходящуюся подпоследовательность. Ну, имеется в виду подпоследовательность, сходящуюся к конечному пределу. Ну вот, имея уже много до этого доказанных фактов, мы это сможем доказать сравнительно просто. Итак, у нас есть последовательность ограниченная. То есть существует такое m, что для любого натурального m модуль xn меньше m. Ограниченная последовательность. Ну, мы, кстати, уже знаем, что если она имеет предел, то любая подпоследовательность будет иметь тот же самый предел. Сейчас мы не предполагаем, что эта последовательность имеет предел. Надо доказать, что существует подпоследовательность этой последовательности, которая, тем не менее, имеет конечный предел. Хотя исходная последовательность не обязана. Доказательство. Рассмотрим множество всех значений, которые принимает эта последовательность. То есть это просто множество всех чисел xn, когда n натурально. И если у нас какие-то элементы последовательности имеют одинаковые значения, то в это множество это значение будет входить один раз. Потому что во множестве у нас все элементы должны быть разные. И вот рассмотрим два случая. Первый случай. Если множество x является конечным, состоит из конечного числа элементов. Ну, простой пример. Вот у нас, скажем, последовательность минус единица в степени n. Да? Вот если взять x для нее, то мы получим для этого x всего два значения. Это минус единица и единица. Да. В случае, если x конечная, теорема доказывается очень легко. Смотрите, у нас элементов бесконечное множество. Но они принимают конечное значение. Как такое может быть? Это возможно только в том случае, если имеется бесконечное количество элементов, которые принимают одно и то же значение. То есть найдется бесконечное количество элементов xn, таких, что xn равняется такому потом c. Бесконечное количество. Ну, какие у них номера? Предположим, что у этих элементов, принимающих c, номера такие: n1, n2, которая больше, чем n1, n3, которая больше, чем n2, и так далее. nk. И главное, что я, видите, в конце тоже пишу многоточие. Этих номеров бесконечное множество. Так вот, и давайте я такую подпоследовательность и рассмотрю. Рассмотрим подпоследовательность YK, составленную из вот этих элементов исходной последовательности. Значит, все YK просто равняются C. Это постоянная последовательность. Постоянная последовательность, разумеется, имеет предел, как раз равный этому постоянному значению. Вот, например, здесь, в этом примере, да, у нас имеется бесконечное количество элементов, которые принимают значение минус 1. Вот я все эти элементы и возьму. Кстати, не обязательно все их брать. Да. Главное, что их бесконечное множество. И расположу их, естественно, по возрастанию индексов, по возрастанию номеров. И я получу подпоследовательность постоянную, которая, разумеется, имеет предел. Я мог бы взять и единицу для этих целей, потому что значение единицы тоже у нас принимает бесконечное количество элементов. Это простой и поэтому неинтересный случай. Второй случай. Предположим, что у нас x бесконечное.
x бесконечно. В этом случае, посмотрите, оно бесконечное, и при этом по условию оно какое? Ограничено. Если у нас все иксенты меньше n, то значит и наше множество тоже ограничено, то есть все его элементы меньше. Значит, x это бесконечное ограниченное множество. А мы только что доказали, это была теорема Бальцана-Каши, что у бесконечного ограниченного множества имеется хотя бы одна предельная точка. Значит, давайте это напишем. По теореме Бальцана-Каши существует c предельная точка x. Предельная точка x. И вот я утверждаю, что мы можем построить такую подпоследовательность, исходную последовательность x, что она будет сходиться к точке c. И сейчас мы явно построим эту подпоследовательность. Значит, построим последовательность x, которая сходится к точке c. Картинку нарисуем. Вот у нас точка c. Ну, самое главное, мы должны вспомнить второе определение предельной точки. В любой окрестности этой точки содержится бесконечное множество элементов x. Так. Вот, давайте начнем с симметричной окрестности радиуса единицы. У c единичка. Ну, то есть, окрестность такая. c минус 1, c плюс 1. В этой окрестности имеется бесконечное количество элементов множества x. Выберем какой-то элемент. Ну, какой-то элемент. Предположим, у этого элемента номер n1. Это всегда можно выбрать. И вот мы же строим подпоследовательность. Вот и давайте положим первым элементом нашей подпоследовательности xn1. То есть, что мы для этого y1 имеем? y1 минус c меньше единицы. Это, собственно, и все. Хорошо. Теперь мы выбираем окрестность чуть-чуть поменьше. Радиуса, вот так я напишу, радиуса 1/2. Вот где-то здесь. В этой окрестности c тоже существует бесконечное множество элементов x. Выберем такой элемент с индексом n2. Но только выберем так, чтобы индекс n2 был больше, чем n1. Почему это можно сделать? Ну, потому что элементов, которые нам не подходят, их всего конечное число, до n1. А у нас в нашем распоряжении бесконечное количество разных элементов. У нас же x бесконечное. Ну, вот из них мы всегда можем выбрать элемент, у которого индекс будет больше. Выбрали. И обозначим это y2. Для него что выполняется? y2 минус c меньше 1/2. Ну и так далее. Я не буду теперь еще для 1/3, для 1/4. Я сразу напишу так. Вот на этом шаге мы будем рассматривать окрестность радиуса единичка на n. c минус единичка на n, c плюс единичка на n. Только знаете, n у нас как-то уже так сильно занято. Давайте мы единичка на k напишем.
единичка на k. И вот выберем такой номер n-катый, такой элемент, который в эту окрестность входит. Да? И опять же потребуем, чтобы этот номер был больше, чем ранее построенный nk-1. Это тоже всегда можно сделать, потому что неподходящих для наших целей номеров конечное число, а в нашем распоряжении бесконечный набор номеров. Значит, y-катый это есть xn-катый, и для него выполняется оценка y-катый минус c меньше единички. Видите, все последующие элементы располагаются в некоторой окрестности. Да? Вот если я возьму окрестность радиуса 1/100, да, то я могу утверждать, что в ней будут содержаться все элементы, начиная с номера 100. Может еще некоторые и до этого, но это не важно. То, что все остальные будут, потому что они удовлетворяют еще более сильным неравенством. Да? Скажем, элемент с индексом 1000 будет располагаться на расстоянии 1/1000. Ну вот. Перчатка единичка, деленная на k. Конечно, конечно. Единичка деленная на k. Ну как доказать, что k стремится к c, когда k стремится к бесконечности? Вот на языке симметричных окрестностей. На языке симметричных окрестностей. Мы должны доказать, что для любого эпсилон большего нуля найдется такое n натуральное, что для всех, ну давайте k я напишу, для всех k больше n, y-катая минус c меньше эпсилон. Да? Выберу какое-то произвольное эпсилон больше нуля. Я всегда могу подобрать такое целое, подберем такое целое n, натуральное, что единичка на n будет меньше, чем эпсилон. Правильно? Вот. Вот выберу такое n. Выберу такое n. Скажем, если эпсилон это 1 миллионная, но я могу взять там одну 10-миллионную, да? То есть могу n взять равно 10 миллионам и так далее. Что для этого n я имею? Для любых k, которые больше, чем n, вот по построению, y-катая минус c меньше, чем единичка на n. Да? Ну, а это в свою очередь меньше эпсилон. Вот я и показал, что я нашел такое. Для любого эпсилон я могу найти окрестность радиуса единичка на n, которая целиком в эпсилон окрестности находится. А в этой окрестности по построению содержатся все элементы последовательности y, начиная с номера n. Ну, вот так. Это распространенный вообще способ построения нужных последовательностей. Вот. Что мы здесь использовали? Здесь мы использовали единственный факт, да, что какую бы окрестность точки С не взяли, в ней будет содержаться бесконечное количество элементов исходного множества. Ну и тогда мы всегда можем из этого бесконечного количества выбрать такой набор, который уже будет образовывать сходящиеся последовательности. Вот по такому алгоритму. Вот только надо еще про это не забывать, потому что главное условие последовательности это то, что ее номера в старой последовательности должны монотонно возрастать. Ну, разумеется, если у нас несколько предельных точек, то к любой из них можно построить последовательность сходящуюся. Да? Доказали мы эту теорему. Оба случая рассмотрели. Значит, из любых
любой ограниченной последовательности можно извлечь сходящуюся подпоследовательность. Да? Можно вопрос, а вот справа в самом углу там единица на n? Конечно, вы Единица думаете, на тут еще k. какая-то там черточка стоит. Единица на n. А почему не единица на k? Вот хороший вопрос. Почему ж? Почему ж? Потому что, вот смотрите, это справедливо для любого k, которое больше n. Так же? Ну, Для да. любого k, которое больше n. На самом деле даже больше или равно, но мне это не нужно. У меня в определении предела достаточно, чтобы было строго больше. А тут, видите, YK меньше единичка на k. Да? Но если я возьму k плюс 1, оно будет какое? Оно будет меньше, чем единичка на k плюс 1. Но это же еще меньше, чем единичка на k. Так что все последующие будут и подавно меньше такой величины. Хорошо. И вот получается, что если у нас ограниченная последовательность, мы всегда можем из нее извлечь какую-то вот хорошую сходящуюся подпоследовательность. А если она у нас не ограниченная, да? Если мы просто захотим рассмотреть вообще произвольную последовательность, не обязательно ограниченную, можно ли из вот такой произвольной что-то хорошее извлечь? Ну, если она ограниченная, то можно извлечь сходящуюся к некоторому конечному пределу. Оказывается, что если у нас неограниченная последовательность, из нее тоже можно извлечь сходящуюся подпоследовательность, только она будет сходиться уже к бесконечности. А мы знаем, что это тоже один из вариантов сходимости. Да? Так что вот эту нашу теорему можно немножко обобщить. Можно это в виде следствия записать. Следствие. Из любой последовательности можно извлечь подпоследовательность, которая сходится либо к конечному, либо к бесконечному пределу. Из любой последовательности можно извлечь подпоследовательность, которая сходится либо к конечному, либо к бесконечному пределу. Из любой последовательности можно извлечь подпоследовательность, которая сходится либо к конечному, либо к бесконечному пределу. Какой-то характер сходимости мы можем обеспечить. Доказательство. Исходная последовательность или ограничена, или не является ограниченной. Да? Если последовательность ограничена, то все доказано. В нашей теореме мы можем извлечь последовательность, которая сходится к конечному пределу. Осталось нам рассмотреть случай, когда последовательность исходная не является ограниченной. Не является ограниченной. То есть имеет место вот отрицание условия ограниченности. Отрицание условия ограниченности. Отрицание этого условия мы можем переписать, используя известные факты математической логики. Значит, для любого n большего нуля найдется такой n натуральный, что xn по модулю будет больше или равно n. Вот это означает, что наша последовательность xn не ограничена. Ни в какой конечный промежуток ее элементы нельзя уложить. Какой бы мы промежуток ни взяли, найдется опять-таки отщепенец, который из этого промежутка вылезет. Да? И так для любого конечного промежутка. Ну вот, нам осталось доказать, что если это выполняется, то можно построить подпоследовательность, имеющую бесконечный предел. Ну и, кстати, мы вот сейчас это построим тем же приемом, который мы раньше использовали здесь, когда строили сходящуюся к предельной точке последовательность. Та же самая процедура. Будем выбирать
m, так как нам удобно, и по любому выбранному m будем подбирать какие-то номера. Так. Ну что, выбираем m равное единице. Да? Найдется такой n первый, натуральный, такое, что x с индексом n1 будет больше или равен единице. Так. Теперь давайте выбросим из нашей последовательности, удалим все элементы с индексами меньшими или равными n1. Их конечное число. Так. Если мы их выбросим, то то, что останется, все равно будет неограниченной последовательностью. От того, что мы конечное число убрали, неограниченность, это свойство не может исчезнуть. Выбросили. Значит, оставшаяся последовательность xn тоже неограничена. Значит, можно взять n равное двойке и подобрать такое n2. Это n2 уже, видите, будет строго больше, чем n1, просто потому что мы все эти выбросили. Такое, что xn2 больше или равно 2. Теперь мы выбросим из нашей последовательности все номера до n2. Она по-прежнему будет неограниченной. По-прежнему будет неограниченной. Выберем m равное 3, ну и так далее. В конце концов, мы на каком-то шаге mn, или лучше опять же mk, k у нас неограниченно будет расти, это просто целые числа. Мы подберем такой n катый натуральный, что xn катый будет больше или равно k. На каждом шаге мы выбрасываем какую-то начальную часть, и при этом последовательность все равно будет неограничена. Ну, это мне кажется, очевидно, да? Если бы вдруг оказалось, что в результате выбрасывания конечного числа мы получили ограниченную последовательность, да, то тогда мы могли бы вернуть эти выброшенные элементы. Они-то точно ограничены, поскольку их конечное число. Но тогда получилось бы, что и вся исходная была бы ограничена. А это не так. Вот. Ну, естественно, y катый это и есть катый элемент нашей последовательности. Так. И по построению нетрудно доказать, что когда k стремится к бесконечности, y катый тоже стремится к бесконечности. Я не говорю, что обязательно именно к плюс бесконечности. Здесь определение без всякого знака. Стремится к бесконечности. Может оно прыгает то влево, то вправо со все большим, так сказать, диапазоном, да? Ну, попытайтесь это сами доказать, то есть вспомните определение бесконечно большой последовательности и проверьте, что вот благодаря такому построению мы обязательно получим, что y катая оказывается бесконечно больше. Хочу обратить ваше внимание, что не обязательно, если последовательность является неограниченной, не обязательно она сама имеет бесконечно большой предел. Да? Она может предела не иметь. Из нее можно выделить последовательность, которая является бесконечно большой. Но сама неограниченная последовательность может предела не иметь вовсе. Пример приведите.
пример неограниченной последовательности, которая не имеет предела. А? Ну, просто. Ну что просто? n имеет бесконечный предел. А как же? Ну-ка, ну-ка. Что вы? Можно Умножить, да. Нет, это хорошая последовательность. Она имеет пределы, равные бесконечности. Она имеет пределы, равные просто, без всяких знаков, бесконечности, потому что модуль у нее неограниченно возрастает. Помните? Да. Ну, пусть это будет 3 в степени n и также в степени умножено на минус 1 в степени n. Ох ты. 3 в степени n в степени Ну, да. минус 1 в степени n. О, замечательно. Вот это да, вот это я согласен. Даже, мне кажется, чтобы было проще, я вместо 3 в степени n возьму n и все. Да? n в степени минус 1 в степени n. Вот какая штука. Вот это действительно последовательность, которая предела не имеет, хотя она, конечно, является неограниченной. Что можно о ней сказать? Значит, если у нас n четная, то тогда эта величина просто равна единице, и мы имеем неограниченный рост. 2, 4, 6, мы уходим на бесконечность. В силу этого последовательность является неограниченной. Но если n нечетная, то тогда у нас показатель равен минус единице, и мы получаем уже обратные величины. 1 единичка, 1/3, 1/5, 1/7 и так далее. Эта часть сходится к нулю. И вот видите, как в этом простейшем случае, в котором мы имеем две точки, в которой у нас бесконечное количество элементов, поэтому нельзя сказать, что имеется предел. Так и здесь мы имеем две точки сгущения. Да? Один бесконечный набор сходится к нулю, а другой бесконечный набор сходится к бесконечности. Да? Значит, какую бы мы окрестность, хоть бесконечно удаленные точки, хоть нуля не взяли, все равно за ее пределами останется бесконечное количество элементов нашей последовательности. А мы знаем, что для предела такое невозможно. Предел — это такая точка, что какую мы окрестность не взяли, в ней обязательно будут все элементы последовательности, кроме, быть может, конечного числа. Да? Вот возьмем тут какую-то, какую бы мы не взяли окрестность, в ней, конечно, будет бесконечное множество элементов, но за ее пределами тоже будет бесконечное множество элементов. И то же самое здесь. Вот если мы возьмем окрестность бесконечно удаленной точки, в ней будет бесконечное множество элементов, но за ее пределами тоже будет бесконечное множество элементов. А это нарушает определение предела. Понятно? Если у нас последовательность сгущается к двум или даже большему количеству точек, то у нее предела нет. Есть только одно исключение, да, когда у нас последовательность сгущается к плюсу или к минусу бесконечности. Вот это особая ситуация, тогда мы говорим, что это все-таки предел есть, и он равняется бесконечности. Но тут не так. Тут мы идем или на бесконечность, или мы стремимся к какой-то конечной точке. В этом случае, ну, у нас, собственно, была теорема такая, да? Последовательность не может иметь одновременно бесконечный и конечный предел. Вы это же доказываете. Как раз вот вы брали непересекающиеся окрестности и приводили к противоречию, что тогда, начиная с некоторого номера, элементы должны быть и здесь, и здесь. Ну, такого же не может быть. Ну вот, на этом мы рассмотрение последовательности закончили. И вот в этой нашей большой теме, посвященной последовательностям и их пределам, остался один важный вопрос. Ну, правда, очень важный и очень такой, не слишком простой. Заголовок такой. Фундаментальные последовательности. Фундаментальные последовательности.
фундаментальной последовательности. Ну, сразу начнем с определения, а потом уже обсудим. Определение. Последовательность называется фундаментальной или последовательностью Каши. Это одно и то же. Последовательность называется фундаментальной или последовательностью Каши. Если для любого эпсилон большего нуля найдется такое натуральное n, что для любых m и n малых, каждая из которых больше, чем n, выполняется такая оценка xm минус xn по модулю меньше x. Вот что такое фундаментальная последовательность. Вы видите, что это очень похоже на определение предела. Да? Тоже для любого эпсилон, тоже существует n, просто самого предела нет. Здесь вместо того, чтобы сравнивать xm с каким-то числом a, которое является пределом, мы просто берем два элемента последовательности. Но оба эти элемента находятся далеко. Да? Они находятся правее вот этого n. Ну, то есть их номера находятся правее, чем n. И вот оказывается, что вот какие бы мы номера больше n большого не взяли, элементы последовательности с этими номерами обязательно будут очень близки друг к другу. Да? То есть фундаментальная последовательность обладает таким свойством, что для достаточно больших номеров элементы с этими номерами будут очень близки друг к другу. Мы всегда можем взять какое угодно маленькое эпсилон и подобрать такой номер, начиная с которого все последующие элементы будут ближе друг к другу, чем вот эта величина эпсилон. Вот зачем такое определение вводится. Оказывается, что любая фундаментальная последовательность имеет конечный предел. А любая последовательность, имеющая предел, является фундаментальной. То есть вот мы получаем очень полезный критерий сходимости. Для того, чтобы последовательность имела конечный предел, необходимо достаточно, чтобы она была фундаментальной. Мы, правда, не знаем, что это за предел. Так? Вот. Если мы знаем, что последовательность фундаментальная, то мы уже знаем, что она имеет конечный предел, но само это значение мы вот отсюда получить не можем. Поэтому этот факт чаще используется во всякого рода теоремах. Не на практике, да, а вот при изучении каких-то свойств сходящихся последовательностей. Но это очень полезный факт. И вот эту теорему мы будем еще много раз использовать в дальнейшем. У нас будут аналогичные критерии для предела функций, для других, более хитрых вещей. Да? Но вот один раз нам ее придется доказать. Самая первая теорема из этого набора, она сложнее всего доказывается. Ну вот давайте мы этим и займемся. Итак, значит, критерий. Критерий сходимости в терминах фундаментальной последовательности. Критерий сходимости в терминах фундаментальной последовательности. Xn сходится тогда и только тогда, когда xn является фундаментальной. Xn является сходящейся,
причем сходящиеся к какому-то конечному числу. Ну или давайте А напишем. Вот, тогда и только тогда, когда последовательность является фундаментальной. Как любой критерий, эту теорему нужно доказать в две стороны. Вот это у нас необходимость. Если мы уже знаем, что последовательность имеет предел, то из этого необходимо вытекает, что она фундаментальна. А в эту сторону достаточность. То есть для того, чтобы утверждать, что последовательность имеет предел, нам достаточно потребовать, чтобы она была фундаментальной. И вот в этой теореме необходимость доказывается очень просто, а достаточность все-таки доказывается сложнее. Гораздо сложнее. Ну, давайте начнем с простого. Необходимость. Дано, что xn сходится. Предел xn равняется А. Доказать, что xn фундаментально. Ну, не буду еще раз это писать, у меня это уже написано. Вот что нужно доказать. Воспользуюсь определением предела на языке эпсилон. Значит, по условию. Я хочу доказать это, то есть я хочу для любого эпсилон предъявить такое n, что для всех номеров, которые больше n, выполняется такая оценка. А что я знаю? Я знаю, что для любого эпсилон найдется такое n, что для всех номеров больших n xn минус a можно сделать сколь угодно малым. Да? И тут я напишу, давайте эпсилон пополам. В конце концов, я могу сразу выбрать по этому эпсилон величину в 2 раза меньше. Да, эпсилон пополам. Для любого n. Если для любого n, тогда я могу взять еще один вариант, еще одну букву m, которая тоже будет больше n. Ну и то же самое будет. xn минус a тоже будет меньше эпсилон пополам. А я хочу доказать, что вот эта разность будет меньше эпсилон. Ну это очень просто делается. Смотрите. xm минус xn я могу дополнить вот этой величиной а минус а плюс а минус xn. И вот у меня, смотрите, одно слагаемое, второе слагаемое. И мы имеем модуль суммы. А мы знаем по свойству модулей, что это меньше или равно суммы модулей. X минус а плюс а минус xn или xn минус а, это же все равно. Вот. Эта величина меньше эпсилон пополам. Эта величина меньше эпсилон пополам. Значит, эта сумма меньше эпсилон. Видите, мы для любого эпсилон выбрали такое n по определению предела, что для всех номеров больших n большого такие разности будут меньше эпсилон пополам. Выбрали. Вот. Но тогда и сами эти иксы будут близки. Вот это вытекает из простейших свойств модуля. Необходимость мы доказали. Необходимость мы доказали. И достаточность. Ну, наверное, уже нам надо отдохнуть, а после этого докажем достаточность.